Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем канале. И сегодняшнее видео будет максимально непривычным даже для самой меня, потому что я такой формат делаю впервые, но постоянно, когда я что-то складываю в свою огромнейшую косметичку, сейчас самое главное, ничего не уронить. Посмотрите, сколько здесь добра. Здесь и декоративная косметика, и кисти, и вообще все, что только можно придумать. Я когда что-то приобретаю, я складываю в эту косметичку для того, чтобы потом понять, что я тестировала, что не тестировала, и задумалась, что, может быть, нам снять какое-то первое впечатление, может быть, мы посмотрим, какие у меня залежи сейчас косметические, и что, соответственно, вас ждет в дальнейшем на моем YouTube-канале. Поэтому, если вы еще не подписаны, если вы хотите поддержать меня, хотите поддержать формат этого видео, я буду благодарна вам за комментарии, кстати, продолжать, не продолжать в таком формате снимать, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии заранее, и поехали! Как я уже сказала, в этой косметичке увесистой просто кладезь каких-то новых продуктов и тех продуктов, которые я решила повторить, потому что у меня есть такая черта, что если мне что-то очень сильно нравится, то, скорее всего, я прикуплю себе, особенно если я знаю, что этот продукт снимают с производства. Здесь есть один такой интересный продукт, и я так и не поняла до сих пор его судьбу, вот, то я обязательно это так прихвачу и пополню свою косметичку. Давайте, наверное, пойдем с первого отсека. Кстати, это косметичка Кашинака, у меня есть на нее отдельный обзор, она уже не закрывается. Собственно, это и побудило меня снять это видео, чтобы разгрузить ее и дальше уже загружать чем-то новым. Здесь у нас отсек под различные кисти. Конечно, они у меня не лежат так красиво, как должны в этой косметичке, но я все равно хочу вам рассказать буквально в двух чертах про, соответственно, кисти, которые я сейчас тестирую, которыми я пользуюсь. И, честно говоря, как раз-таки кисти — это то, чем я чуть-чуть так попользовалась до того, как я сняла обзор, потому что, у меня рука всегда тянется к чему-то новому, хочется протестировать, посмотреть. И давайте я сначала вам расскажу про кисти, которые действительно я уже успела опробовать, и это кисти от Небледной. И, господи, какие же они потрясающие, мягкие, какие они интересные. Если вам хочется отдельное видео на эти потрясающие кисти, пожалуйста, пишите мне. Даже здесь разные формы, здесь для глазок вот эти, да, кисточки для лица. Ну, в общем, здесь много о чем можно поговорить. Если вам интересно, давайте посмотрим, потому что вы знаете, что я люблю натуральные кисти, у меня также были обзоры на синтетические, но всегда отдавала предпочтение натуральным. А сейчас, знаете, такой маленький спойлер, такое открытие, такие мягкие малышки, что, честно, мне кажется, хорошая замена натуральным кистям, особенно по стоимости, в которой они продаются. В общем, если хотите, пишите, сделаем, потому что кистей уже очень-очень много. Дальше я расскажу про кисти, которые я еще не тестировала. Это две кисти от Натальи Шик. В предыдущем видео я вам показывала, что у меня уже есть 3 кисти от Шик, и мы тоже, кстати, можем сделать отдельное видео. У меня есть кисть лапка для того, чтобы делать скульптурирование, у меня есть кисть для консилера, и я приобрела кисть для стрелочки. Кстати, для стрелочки мне очень понравилась, удобная, прям хорошенечко. Мы с вами нарисовали стрелку в прошлом видео, посмотрите, если еще не видели, и на Сбермегамаркете, это не реклама, была просто какая-то нереальная распродажа. Вы знаете, возможно, если подписаны на мой телеграм-канал. Кстати, если вы еще не подписаны, то я убедительно прошу вас это сделать, потому что там интересно, там столько новостей, столько всего нового, общаемся, делимся макияжами, в общем, там не пропадете. Поэтому, если еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь, и мы всегда там какие-то акции с вами обсуждаем. Как раз тогда, когда на Сбермегамаркете была просто какая-то неслыханная щедрость, я приобрела то, что мне, возможно, и не нужно. Мне кажется, это всегда так случается, когда просто какие-то огромные распродажи. И вот эти кисти от Шик, они были по 350 рублей, и я подумала, что вот это, например, коза. Хотя странно, знаете, там было написано, что это коза и белка, и я посмотрела на официальном сайте, тоже написано, что кисть номер 9 это коза и белка, но на ней написано, что это просто коза. А вы знаете, что белка, она подороже, как бы, и я так немножко разочаровалась, потому что белка за 300 рублей, извините, беру все, а тут как бы, окей. Вот, соответственно, эти две кисти приехали, вот эта кисть номер 7, я давно ее хотела, потому что у нее очень приятная, очень интересная форма, я сейчас вам покажу, это просто синтетика, обычная стандартная кисточка, но она, видите, такая немножко закругленная, она немножко плотно набитая, и я видела, что ей просто потрясающе прорабатывать губы, да, и что-то вот такое, хотя она, конечно, для глазок, я думаю, что тоже в уголку глаз можно что-то подрисовать, можно тушевочку углубить, но я вот ее брала конкретно для того, чтобы заполнять наши губки, мне кажется, она неплохо справится, вот она мне понравилась. Я ее не тестировала, но вот так я чуть-чуть в себя потыкала ею, и вполне себе неплохо. Вот, а вторая кисть как-то, я не знаю, вот знаете, коза, вроде бы натуральная, но она какая-то колючая. Я не знаю, вот у кого есть
как будто, знаете, козочка уже так повидала виды. Ну, в общем, она мне показалась немножко колючей по сравнению с кистями от N-Beauty, которых у меня много. Там как раз тоже коза, и N-Beauty всегда говорит, что у нее вообще какой-то премиальный другой ворс, что такой козы нет, как у нее. Ну, возможно, в этом и есть смысл небольшой. В общем, она какая-то колючая. И даже вот если сравнить с небледной, синтетика, хотя справедливости ради, шик сейчас стоит дешевле стоила натуральная кисть, чем синтетическая от небледной, хотя там тоже постоянно акции и скидки. У них похожая форма, но вот эта кисть мягче, ну, то есть она просто нереально мягкая, она так классно втушевывает, и просто какое-то вообще наслаждение ей пользоваться, и эта кисть мне показалась на первый взгляд достаточно такой, не самой мягкой, но оговорюсь опять-таки, что я ее не тестировала, я просто поводила по глазу, возможно, она делает какую-то нереально классную тушевку, потому что, конечно, все эти натуральные кисти, они просто все очень так классно втушевывают, лишний пигмент ворс на себя принимает, ну и вот так далее, и так далее. Поэтому мы с вами тестируем, обязательно посмотрим, и я скажу свое мнение. Поменялось оно, не поменялось. Вот синтетическая кисть от Шик мне пока понравилась больше. Но за 300-350 рублей вы скажете: Даш, ты чего? И я, в принципе, согласна, потому что за 1000 я бы, наверное, расстроилась, а так сойдет в хозяйстве, пригодится, даже если я не буду прям как-то невероятно от нее без ума. Мы поговорили про кисти, у нас осталась декоративочка, и я хочу буквально пару слов сказать об уходе. И, кстати, маленький спойлер, вас ждет просто череда невероятных уходовых видео. В следующем видео я расскажу про актуальный уход, которым я пользуюсь, и потом через видео, надеюсь, что все пойдет по плану, вас ждет огромнейшее видео с распаковкой, даже не с распаковкой, я уже все это тестирую, смотрю. Это самая невероятная посылка, которая у меня была, корейской косметики, даже не знаю, показать вам. Сейчас я вернусь. Смотрите, какая она огромнейшая. Здесь я просто сохранила. Так, фокус, возвращайся. Я сохранила эту коробку, и здесь сколько всего, вы просто не представляете. И вот, соответственно, эта распаковочка вас тоже будет ждать, поэтому я в этом видео, поэтому я особо ухода немного вам покажу, но, соответственно, я все равно хочу про него рассказать. И это уход от фирмы Глоток. Честно скажу, что я впервые познакомилась с этим брендом, это не только уход, кстати, у них есть диффузоры для дома, у них есть свечи, и мне в ручки попала такая потрясающая свеча, я тоже, кстати, выкладывала ее в телеграм-канале, поэтому у вас еще есть время тоже подписаться, чтобы первыми узнавать все самое интересное. У меня есть гель для душа парфюмированный, скраб для тела и, соответственно, кремчик для рук. Но давайте по порядку. Как я вам сказала, это российский бренд, и для меня всегда волнительно знакомиться с чем-то новым, потому что я, так достаточно предвзято отношусь, я хочу, чтобы мне понравилось, чтобы было круто, и, соответственно, чтобы я вам тоже что-то классное посоветовала. Поэтому, конечно, я заинтересовалась, особенно я в последнее время ударилась в всю эту историю с парфюмерией, с ароматами, парфюмированными различными уходовыми средствами, и я, конечно, такая: везите мне все, я хочу все это посмотреть. И раз мы уже заговорили про парфюмы, то давайте, наверное, пойдем по лайту, по самому первому, что я, честно говоря, попробовала, что я так вкусила, потому что я, конечно же, была так заинтересована, насколько будет свеча действительно отдавать запах, как она будет заполнять комнату своим ароматом, потому что я очень люблю свечи, у меня очень много свечей от Bath Body Works, к сожалению, в России сейчас их не достать, и в целом, вот когда я захожу там в Zara, в H&M Home, я всегда что-то стараюсь так послушать, но такие свечи, они обычно на старте очень яркие, очень приятные, но потом как-то рассеивается запах, кому-то это нравится, потому что не все любят такие яркие ароматы, но я люблю, чтобы прям вот благоухало на всю квартиру, и поэтому я, конечно же, была заинтересована, и мой аромат, о котором я сегодня расскажу, это амбра и кашемир. Честно скажу, что я такое тяжелое, интересное, запутанное сочетание очень сильно люблю, оно действительно часто встречается у брендов, но то, как оно звучит в бренде Глоток, для меня было действительно каким-то открытием, потому что все-таки, как мы уже с вами сказали, свечи — это немножко, такая настроенческая, легкая история, а здесь просто невероятный парфюм. И он у меня ассоциируется с каким-то роскошеством и богатством, как будто вы такая прекрасная, вся в самом дорогом, я не знаю, кашемировом пальто стоите, воспользовались своим парфюмом и пошли покорять мир. Действительно, это очень такой, не то чтобы тяжелый запах, но он очень глубокий, у него такое тело, красивое очень, и мне действительно очень сильно понравилось.
понравилась. Единственное, что если вы любите легкие ароматы, то я вам советую недолго ее держать, потому что она нереально заполняет вашу квартиру. Не комнату, я не оговорилась. То есть действительно запах, он прям просачивается во все комнаты, и вот как будто бы кто-то действительно воспользовался парфюмом и вот-вот убежал на работу, убежал решать свои бизнес-дела. Ну, в общем, такой запах очень благородный, как будто бы такой очень дорогой, роскошный парфюм на вас. Дальше я предлагаю перейти уже к уходовой косметике этого бренда, и здесь у меня потрясающая линейка, которая называется «Магия моря Sea Magic». Честно скажу, что когда я выбирала, я, конечно же, в первую очередь посмотрела на что-то сладкое, на что-то, не знаю, ваниль, с табаком, там тоже есть такой интересный аромат. В общем, я всегда про что-то сладкое. Мне кажется, если вы давно меня знаете, то вы знаете, что все мои ароматы это просто вот так, кокос, ваниль, ну что-то такое очень легкое, понятное, цветочное. И я такой, знаете, достаточно был вызов самой себе брошен, когда я выбрала эту линейку, потому что я акватические ароматы немножко побаиваюсь, потому что они, знаете, отдают иногда пеной для бритья или чем-то вот таким мужским, как будто бы, я не знаю, 23 февраля дома, и ты такой, там папа открыл свою пену, и ты такой, эй, акватический аромат. Вот, поэтому иногда бывает такое, знаете, что-то такое игривое в этом запахе, что меня немножко отталкивает. Вот, поэтому я так попробовала, и честно, я была настолько впечатлена этим ароматом. Вот здесь, как я уже сказала, у меня целая линейка ухода за нашим прекрасным телом, и она вся с этим ароматом. Где-то более интенсивно он выражен, где-то менее интенсивно. Давайте, наверное, я вам на примере как раз-таки крема для рук расскажу, покажу и опишу то, что я чувствую, потому что запах, честно, если там, по-моему, есть диффузоры для дома, если у вас появится парфюм, ребят, напишите мне, пожалуйста, что он такой очень интересный, очень необычный аромат. Давайте начнем с крема для рук. Соответственно, у меня вот такой прекрасный компактный бутылечек, 50 мл, он очень красиво и здорово выглядит. Серьезно, я обожаю, когда суперски оформлена косметика, ничего лишнего. Смотрите, как красивый, да, бутылечек. Здесь вообще софт-тач покрытие, ну просто красота. И давайте его посмотрим. Видите, я уже вот сколько израсходовала, то есть я полноценно уже им пользовалась. Честно скажу, что самый главный критерий, когда я выбираю крем для рук, это чтобы не оставалось жирной такой супер питательной пленки. Я знаю, что многие кремы, то, что они чрезмерно питательно, они это оставляют, но для меня это вообще не вариант, потому что я очень ленивый человек, и честно сказать, что я, когда использую весь уход, я еще что-то делаю, даже не то, что ленивый, занятой, я еще могу там намазать ручки кремом и все равно что-то делать, писать какие-то посты, не знаю, сохранять контент, планировать для вас контент, ну, в общем, действительно, я постоянно в чем-то, в работе, и я не люблю, когда мой ноутбук, когда мой телефон, все это в креме, я такая, о боже, лучше вообще мне пользоваться и умереть самыми сухими руками на планете. Вот, поэтому здесь это был основной, он уже потек у нас, основной критерий, соответственно, выбора крема, и, боже мой, какой он легкий, какой приятный аромат. Сейчас я вам, конечно, переборщила, но я покажу, что даже вот с таким количеством крема все у вас, ребятушки, будет хорошо. Давайте я сначала опишу аромат, что же он мне напоминает. Несмотря на то, что это магия моря, то есть, казалось бы, да, это отпуск, это бриз, это легкая прогулка на побережье, ты идешь, и тебя омывает, это соль, соль тоже, да, вот есть такой какой-то освежающий аромат. Но, несмотря во всем очевидном, что, казалось бы, у нас идет, да, с описания аромата, для меня это еще что-то цитрусовое, что-то легкое. Я чувствую такие отдаленные лимоны, цитрусы, бергамотик, какие-то листья смородины, дача. Ну, в общем, это какое-то пересечение чего-то невероятно нежного для тебя, потому что, да, это и море, это и дача, это и крыжовник какой-то там отголосками слышится. В общем, очень-очень приятный. Вы помните, что я воспользовалась просто огромным количеством, и он, знаете, такой, несмотря на то, что здесь невероятное количество масел, я сейчас позднее вам расскажу, какие масла, он все равно на какой-то такой водяной основе, то есть здесь хороший баланс и питания, и того, что вам комфортно им пользоваться. Давайте немножечко в двух словах поговорим о составе, о питательных элементах, компонентах, которые есть в этом креме. Это масло макадамии, сои, жасмина и, соответственно, ши, кокосовое масло, жожоба, прекрасный виноград, ну, в общем, все такое стандартное, что питает нашу кожу, увлажняет, делает ее супер эластичной, ну и, в общем, короче, прям приятно. Крем мне очень понравился, удобный форм-фактор, можно кинуть в сумочку и наслаждаться. Идем дальше. Дальше мы поговорим про
Соответственно, гель для душа и скраб для тела. Я не буду уже описывать ароматы, что он абсолютно такой же. Единственное скажу, что если вот по интенсивности, для меня здесь самый интенсивный аромат представлен в скрабе, то есть он максимально так наполнен всем. Ну и, собственно, это скраб, наверное, это логично. Дальше идет крем, он где-то посередке. И самый нежный, самый такой вуальный для меня оказался гель для душа. Но в связке это все тоже, конечно, потрясающе работает. Если говорить про гель для душа, то у него такая достаточно легкая консистенция, он бессульфатный, поэтому максимально поддерживает баланс вашего тела, вашей кожи. Все очень аккуратно, деликатно, когда вы им пользуетесь, кожа насыщается всеми полезными, соответственно, маслами, потому что здесь тоже вот все, о чем мы говорили, все это присутствует. После того, как вы им воспользовались, кожа достаточно увлажнена, но нет такого утяжеленного эффекта, поэтому прям супер-супер комфортно, легкий аромат, и причем, знаете, я когда помылась, я настолько вот привыкла к этому аромату, потому что я еще потом скрабом воспользовалась, гелем, и я думаю, ну все, он улетучился, его больше нету, как так? Потому что я люблю, чтобы от меня очень долго еще как бы вот, примерно ароматы доносились, и у меня тогда гостила сестра, я вышла, я что-то начала там пить чай, и она мне говорит, что от тебя так приятно пахнет, ну вот я руками начала махать, и я такая, блин, он еще пахнет, супер. Вот, в общем, он очень комфортный, как я уже сказала, из того, что бессульфатная формула, он достаточно деликатно так намыливается, но все очень комфортно, очень хорошо им пользоваться и приятно. И последнее, о чем нам стоит поговорить, это скраб для тела. Это сахарный скраб, масло миндаля, ши, оливы. Все очень деликатно отшелушивает, и у него такой действительно достаточно жидкая консистенция. Я бы сказала, даже вот сейчас, вот если вы увидите, он прям вот сползает у нас из баночки, потому что здесь, правда, масел много. Очень приятная, сахарная, легкая формула. То есть здесь крупиночки, они просто настолько деликатные, очень нежные. Вот сейчас как будто я, знаете, масло растираю по своим рукам, и вот эти крупинки, да, соответственно, они супер деликатно все отшелушивают, очень приятно. Самый ярко выраженный запах. Здесь я больше всего чувствую смородину, цитрус, ну и, конечно, акватические нотки тоже присутствуют. И кожа с ним просто максимально наполнена, все здорово. Единственное, что он мне настолько понравился, что я, кажется, уже половину баночки израсходовала. То, что отличает от конкурентов, то, что действительно парфюмированные, сложные композиции. Многие отголоски напоминают то, что нам уже знакомо, но все равно это свое видение, свое ДНК. В общем, очень-очень интересно. Теперь приступаем к тому, что же вас ждет в декоративной косметике в ближайшее время. Давайте, наверное, быстренько я скажу о том, что я повторила, потому что вы об этих продуктах уже слышали на моем канале, и, наверное, у вас уже сложилось какое-то определенное мнение. И первое, это, конечно же, мой самый любимый консилер Clarins в оттенке 01. Мы с вами обсуждали тоже, что там был ресток, до сих пор есть какие-то определенные оттенки на сайтах различных косметических. Я не поняла, что произошло, его вернули, не вернули. Но, в общем, если вам еще интересно, мне часто тоже поступают комментарии, мы с вами находим еще в наличии, поэтому тоже можете, соответственно, его приобрести. У него максимально увлажняющая, подсвечивающая, красивая формула, он так хорошо наслаивается, подстраивается, маскирует все синячки. Ну, в общем, все, что должно быть у хорошего качества консилера, здесь имеется. И, конечно, если я не ошибаюсь, здесь просто огромный объем. Да, здесь объем 15 мл. Чтобы вы понимали, у других консилеров это может быть и 5 мл, и 8, и совсем какие-то маленькие смешные объемы. Здесь его хватает очень надолго. Давайте я покажу сводч своего старого консилера, который у меня заканчивается. Это тоже 01 оттенок, и он, правда, невероятный. То есть, если вы хотите какой-то базовый красивый консилер, то присмотритесь к нему. 01 оттенок не супер высветляющий, да, то есть я бы не сказала, что это какой-то очень белый оттенок. Давайте еще чуть больше я нанесу и распределю, потому что если вы ищете прям супер высветляющий оттенок, хотя я бы сказала так, что зачем? Как бы, да, мы больше там персиковым цветами сейчас в последнее время работаем, чтобы перекрыть синячки. Вот, поэтому здесь, наверное, чуть более темный он, чем вам может показаться, чем вам привычно. Но вот я его распределяю, я даже чувствую, да, что у меня рука сразу наполнилась каким-то красивым таким увлажненным блеском, все так прям подсвечено. В общем, этот консилер просто очень красивый. Посмотрите, как он подстроился под цвет моей кожи, и просто, конечно, любовь, а не консилер. Дальше я вам покажу тоже тон, который я повторила, и я буду повторять, наверное, его еще огромное количество раз. И это, соответственно, Estee Lauder Double Wear. Мы очень часто с вами тоже обсуждаем в телеграм-канале, вы спрашиваете, как его класть вообще на вашу кожу, насколько он тяжелый, насколько он выглядит как маска. Ребят, это отличный тональный крем.
крем. Он просто замечательный. Вот тоже я вам покажу на примере моего старого, который уже заканчивается. Дорогие друзья, буквально секунда вашего внимания. Пожалуйста, если вы еще не подписаны на мой канал, то я убедительно прошу вас это сделать, потому что это нереально помогает его развитию и, собственно, способствует для того, чтобы я покупала все больше косметики, чтобы я ее больше тестировала. Ну, в общем, ваша подписка просто на вес золота. Очень много человек, кто смотрит меня, не подписаны, и это, конечно же, расстраивает. Ну и, соответственно, не забывайте, что у меня есть остальные социальные сети с картиночками, Телеграм, в котором, правда, очень интересно, я его обожаю, я всегда там с вами, всегда общаюсь в комментариях, в общем, рада буду вас там видеть, и мы продолжаем. Первое, что я скажу, что, конечно, это самый оптимальный вариант, если вы снимаетесь, если вам нужно хорошо выглядеть на протяжении долгого количества времени, если у вас какая-то вечеринка, ивент, праздник, день рождения, это лучший выбор, потому что в чем чудо вообще этого тонального крема, что вы можете варьировать, да, соответственно, его интенсивность, как он будет смотреться. Спонжем вообще просто нереально выглядит легко, как какой-нибудь, да, такой подсвечивающий красивый тон, но он вообще не скатывается. У меня в последнее время актуально. Он вообще, ну он уже, кажется, совсем у меня там мало осталось. Актуальна тема того, что тональные кремы у меня постоянно скатываются в мимические морщины, и вот с этим кремом такого не будет. Это у нас 1N2 Ecru, то есть такой, мне кажется, достаточно подходящий нашему цветотипу, потому что он очень такой тоже хорошо подстраивается, классно выглядит. Даже вы сейчас видите, я его не втушевала, но его можно вот растушевать, и просто так красиво это все лежит. Дальше у нас, по-моему, у меня нету того, что повторяло бы то, что у меня уже давно имеется. Это что-то абсолютно новое, то, что я буду тестировать и чем я буду наслаждаться. Давайте начнем, наверное, с этого спрея. Это бренд Миша Ведяев. И честно скажу, что я ничего не тестировала. Мне часто пишут про его кисти. Мне... Так, вам слышно вообще? Сейчас давайте я открою. Ну, в общем, мне очень часто пишут про этот бренд, спрашивают мое мнение, нравится мне, не нравится, говорят, что у него классные кисти. Честно, я ничего не пробовала, но мимо этой штучки я не смогла пройти мимо. Это Shine All Day, это фиксирующий спрей с блесками, сияющий. Как видите, я даже его еще не открывала, и выглядит это... Вот так, посмотрите, здесь реально перламутр. Блин, мне очень хочется попробовать нанести это на свое лицо, но я боюсь, что если что-то пойдет не так, и если он, слишком яркий, слишком блестящий, то тогда я расстроюсь, потому что я буду плохо выглядеть на монтаже. Вот, поэтому давайте мы с вами в каком-нибудь видео, просто посмотрите, как залипательно. Мы в каком-нибудь видео с вами еще обязательно его протестируем, посмотрим, я его поношу в жизни, вот даже сегодня пойду вечером пить кофе, и, соответственно, нанесу его, и расскажу вам, насколько вообще этот Pink Paradise устойчиво выглядит на вашем лице. В общем, я воодушевлена, даже не буду его убирать. Сейчас я его вот так поставлю, чтобы я им пшикнулась в конце того, как мы запишем с вами видео. Дальше я расскажу вам про потрясающие румяшки от Inglot. На моем канале тоже был обзор, и там просто какое-то огромное количество репостов, и что самое смешное, через день мне скинули, что именно этого оттенка нет в наличии, потому что мне и в личку, и в комментарии девчонки писали, что они его заказали, и, видимо, мы сломали золотое яблоко, и, соответственно, скупили с вами все эти румяна Inglot. Сразу скажу, что это Freedom System, хранение, и она мне не очень понравилась, потому что я уже положила румяна. Видите, как она странно достается? Я постоянно боюсь, что я, в общем, с одной стороны прикольно, а с другой стороны как-то не очень. В общем, я постоянно боюсь, что я задену краешком в румяна и будет какой-то трэш. Я взяла, соответственно, большую, то есть сюда поместится 3, например, блока румян, либо бронзер, либо хайлайтер, либо еще тени можно положить, но, честно, она дорогая и того не стоит. То есть я сразу же скажу, что я немножко разочаровалась, я всегда под впечатлением что-то покупаю, но нет, я бы купила что-то подешевле, например, от Бернович, мне бы больше, наверное, понравилось. И, соответственно, это их стандартные румяна в 11 оттенке. Это так красиво, это просто невероятно. Мне кажется, это не то чтобы аналог известных, да, вот этих Dior, которые как куколка Барби. Мне кажется, это просто что-то гораздо лучше, чем те известные румяна. Я вам сейчас покажу, соответственно, сводч. Я их уже пару раз носила, но мы тоже сделаем с вами отдельный обзор и посмотрим, как они. Посмотрите, просто какой подсвеченный, красивый финиш, такое розовое, здоровое сияние. Ну, в общем, это просто оттенок на вес золота, невероятный. Если еще у вас остался, хотя бы зайдите, посмотрите. Там единственное, что есть коварно, очень много розовых оттенков, и вот именно этот, он
классной степени того, как он насыщенно передается на лицо. У него такая шелковистая, приятная текстура, как у Кика, как у Пупы, то есть вот все такое. Если вы трогали, вы поймете, о чем я говорю. Вот. И, например, другие розовенькие, они какие-то блеклые. Поэтому лучше либо попросите меня, я сделаю сводчи, либо сами зайдите, потому что они вот розовые, все были в ряд, вроде бы одинаковые, но вот только этот покорил мое сердце, просто вообще феноменально. Тоже, кстати, если у вас есть идеи, подумайте, что вам интересно, какую косметику вам хочется, чтобы я первую протестировала, посмотрела. Я обязательно вам расскажу. Дальше у меня корейская прекрасная тушь. У меня никогда не было корейских тушей, и я просто, конечно, под впечатлением. Я жду, как она себя проявит. Это бренд Heimish, и, соответственно, она у нас подкручивающая, у нее такая вот удачная для этих целей щеточка, и она... Если... Ой, кстати, аромат приятный, знаете, вот тушь обычно не очень. Я думаю, сейчас понюхаю, что я вам скажу, типа, вот, а на деле это вообще классная. Вот, соответственно, это такая подкручивающая тушь, но, насколько я знаю, подкручивание — это лишь пятая роль, не пятая роль, а пятая задача, которую она выполняет. В общем, она просто какая-то классная. Я посмотрела уже небольшие обзорчики, и я под впечатлением, хочу же ее протестировать. Это черненький оттенок, не сказала бы, что какой-то прям экстра black, но, по-моему, он достаточно хорошо пигментированно будет себя проявлять. Давайте дальше я быстренько расскажу про Beauty Drugs. Мы тоже с вами обсуждали в телеграм-канале, там были огромные скидки на Сбермегамаркете на этот бренд, но я, как всегда, девчонки купили по 100-200 рублей, я купила за 800 и просто довольная, думаю, ладно, ничего не жалею. Я взяла Lip Plumper, это, соответственно, такая штучка, которая немножечко колет вам губы и увеличивает их тем самым. Оттенок у нас Johnny 04. И я, конечно, на него возлагаю огромные надежды, потому что девчонки писали, что это просто один из лучших пламперов, что нереально красиво смотрится, действительно губы ваши увеличиваются, комфортно ощущается, он не так сильно, да, вот жжет, потому что я ненавижу, когда плампер просто убивает ваши губы изнутри, я люблю, чтобы это все было как-то покомфортней. И оттеночек, честно, наверное, я бы взяла бы, по-моему, там 0,3, приятный такой, розоватый, но вот был в наличии вот этот и оттенки, которые мне абсолютно не понравились, вот поэтому я решила, что я хочу вот такой оттеночек посмотреть на себе. Он, мне кажется, в камере передается более рыжим, я бы сказала, что он такой, больше в карамельку уходит. Тут такой стандартно красивый баланс рыжевизны и карамели. Вот, очень благородно выглядит, посмотрим, то, что у меня достаточно пигментированные губы, и я думаю, что для меня даже хорошо. Кстати, он пахнет, это официально самый приятный из запахов каких-то блесков или бальзамов, все, что у меня было в последнее время, потому что на самом деле пахнет просто какой-то карамелькой. Мне на руке пока еще не пек, поэтому сложно сказать, как это будет себя вести. Конечно, интересно, насколько губы там действительно увеличиваются, как они себя чувствуют вообще с этим плампером. Ну, будем смотреть, будем с вами говорить. Там много интересных, кстати, продуктов у бренда. Вот, поэтому тоже с вами все это посмотрим. Дальше я вам хочу рассказать про две вещи, которые я не открою, вам не покажу, как бы вы меня не просили, потому что потом я боюсь, что не успею протестировать, она скоро будет уже срок годности будет подходить к концу, потому что косметики очень много, вот, но, скорее всего, вы тоже тестировали, возможно, это сами, это подсвечивающий, да, Glow Illusion Influence Tone. Я, честно, не возлагаю надежду, что я буду носить его соло, скорее всего, я буду его смешивать с тонами, но мне было очень интересно. На него была очень хорошая цена на Сбермегамаркете, я, конечно, не смогла пройти мимо, потому что косметики Influence у меня мало, но я невероятно хочу что-то уже попробовать, посмотреть, поэтому сводчик обязательно в следующем видео с вами сделаем. И дальше то, что я тоже, к сожалению, пока не открою, это подводочка Акробат. У нее потрясающая кисточка, что важно. То есть действительно кисти, поэтому ей очень красиво можно нарисовать любую тоненькую стрелочку, все это будет выглядеть потрясающе. И вот я тоже надеюсь, что она мне понравится, так как подводки быстро засыхают. Простите, в следующем видео откроем и с вами вместе посмотрим. А дальше мы уже сможем с вами что-то подкрывать и посмотреть. Давайте, наверное, перейдем опять к Influence, потому что мы, соответственно, с вами уже начали. Influence весь стоил просто каких-то смешных денег на Сбермегамаркете, поэтому я решила, что мне нужно все, я хочу протестировать. И следующее, что я вам покажу, это хайлайтер Solar, это, наверное, оттенок, нет, тон 01. Окей, как-то так. Вот, тон 01, называется он Solar, и у него такое легкое вкрапление какого-то персика, каких-то рыжих волн, то есть он такой достаточно разный по своей текстуре, и если все это смешать, то должно быть красиво и интересно. Насколько я поняла, это очень такой сияющий из галактики хайлайтер, то есть он не деликатный, давайте тоже, я, конечно, хочу еще видосик с ним запилить красивый, такой шершавый достаточно, я бы сказала, по ощущениям, и как он выглядит. На первый взгляд, сейчас, подождите, я покажу.
вот так вот, чтобы вы видели. На первый взгляд достаточно интересно, но сейчас я вам его наслою, хотя не буду наслаивать, и так видно. Здесь я бы сказала, что блески немножко такие разделенные, то есть, возможно, он зашлифуется, соответственно, отдельной кистью, если у нас будет, да, кисть шлифовочная для хайлайтера, но пока это выглядит немножко так раздельненько, но симпатично, такой бежевый, интересный. Смотрите, как он будет на скуле прикольно выглядеть. В общем, я думаю, что за эти деньги просто фантастика, учитывая, что эта текстура еще долго лежит, мне не жалко ее открыть перед вами, я думаю, что тоже хорошо все это себя покажет. И еще от Influence я... Ох, не падай. И от Influence я еще взяла вот такой стик. У меня от Influence такие базовые вещи, поэтому я хочу сделать базовый обзор, посмотреть какие-то самые популярные их продукты и с вами решить, нравятся они нам, не нравятся, как они носятся и все прочее. И вот этот стик давайте тоже мы оставим до этого обзора. Это стандартный 0,1 оттеночек. Мне кажется, он просто должен потрясающе контурировать, потому что у него такой хороший тон. Смотрите, он и немножко в коричневый отдает, и при этом в серовато приглушенный, то есть он очень естественно смотрится на лице, и я думаю, что он будет, форм-фактор очень удобный, да, нанесли, растушевали, и я знаю, что вот этот стик, кстати, мне еще и румяна едут в таком же формате, поэтому отдельное видео точно будет, вы посмотрите фавориты, да, как бы бренда, вот, и, соответственно, я знаю, что он невероятно классно тушуется, что это прям, правда, фаворит, и за те деньги, повторюсь, за которые я взяла, я просто очень рада, надеюсь, что долго будет меня радовать этот стик. Дальше давайте мы пройдемся с вами по небледной, здесь у меня достаточно много всего, вы знаете, что я и декоративную косметику их полюбила в последнее время, потому что это все, правда, круто, классно работает, и особенно блески, это просто что-то невероятно запредельное. Смотрите, у меня есть Wet Kisses, влажные поцелуи, в оттенок Vroom и оттенок Crash, как хотите, вот, и, соответственно, у меня еще был оттенок Упс, я его советовала вам в своих весенних фаворитах, и он просто очень круто, знаете, губки такие наполненные, яркие, можно сделать их адско-неоновыми, можно сделать их аккуратными, и поэтому, конечно, вот если вы меня спросите, какая из линеек наиболее интересна, для меня это Wet Kisses, потому что это что-то, то, что придает цвет, то, что аккуратно, красиво сходит, и то, что, соответственно, очень хорошо себя ведет в течение дня. Давайте посмотрим быстро на оттеночек, кстати, Crush Shader еще не открывала, но вот в Vroom я уже, по-моему, его чуть-чуть посмотрела. Так, вот оттенок Vroom. Он такой розово-коралловый, я бы сказала. Немножко у него есть такой коралловый подтон. И давайте сразу с вами откроем, как бы мне не порвать. Так, сейчас мы возьмем. Давайте сразу откроем второй оттеночек, и я вам их рядышком покажу, чтобы вы поняли. Блин, не ломайся. Спасибо. Вот, соответственно, сейчас я вам покажу. Вот этот, он, кстати, какой яркий. Ого. Ого-го. Вот, и смотрите, значит, вот это, который более яркий, это Crash, как хотите, и, соответственно, второй это Vroom. Но я вам сразу скажу, что они, в чем их уникальная особенность, на мой взгляд, то вы можете варьировать интенсивность, то есть вы можете максимально это как-то легко нанести, а можете нанести такими неоновыми красивыми губами, и сходят они просто феноменально. Очень-очень красивые оттеночки, тоже, наверное, на небледную сделаем с вами отдельное видео, скорее всего, не знаю, объединять ли с кистями или не объединять, как вам кажется, как вам было бы интереснее, потому что кисти тоже классные и много чего есть попробовать. И еще, что у меня есть от небледной, это скульптор, честно скажу, что я тоже его вчера открыла, потому что я эту косметичку собирала просто миллион лет, я его открыла для того, чтобы вам показать, я сделала там небольшой макияжик, тоже выложу. У него самая пластичная вообще текстура, которую я видела в последнее время. Он достаточно не такой кремовый, как румяна, то есть он поплотнее, но я изначально наставила себе просто огромное пятно, хотя он, смотрите, какой естественный, смотрите, какой красивый, естественный подтон. И я просто очень много нанесла. А синтетические кисти, вы знаете, они же так благородно передают, так хорошенечко от души. И я нанесла и думаю, о нет, просто какой-то кошмар. А потом, смотрите, он втушевывается буквально в ноль. Вот. И вы уже просто такой красивый, загорелый человечек. Вот, я тоже еще протестирую, потому что я не ходила с этим скульптором, но на первый взгляд, я просто для фотографии сделала, на первый взгляд мне очень-очень-очень понравилось, и тоже с вами разберем конкретнее. Так, у нас осталось на самом деле почти все самое-самое интересное.
С чего же мы начнем? Начнем с сияшек или с Rare Beauty? Я даже не знаю. Давайте, наверное, сияшек. Нет, сияшки сейчас меня запачкают полностью. Давайте потом. Сначала быстро еще покажу вам хайлайтер румяна от MAC, который я планирую использовать в качестве хайлайтера. Это лимитка, поэтому вы ее, скорее всего, не купите, только если вы не такой же маньяк, как и я, потому что я это заказала на Амазоне. По стоимости, кстати, было неплохо, нормальненько. Так, кстати, как он симпатичный. Меня им красил Геф. У него, кстати, выбралась эта штука, поэтому, видимо, не очень надежно. Но просто он так красиво смотрелся, этот оттенок, он еще сделал такой макияж, ну, конечно, не совсем похожий, как у меня, но тоже там такой красный, розовый переливался, и выглядело это все просто невероятно, и вот именно за счет этих румян хайлайтера этот эффект, он смог достичь этого эффекта. У него такая очень интересная текстура, смотрите, она просто невероятно блестящее, подсвеченное, такое розовое, нежное свечение. Поэтому вы можете ее использовать и на глаза, вы можете использовать на щеки, куда хотите. В общем, он очень классный, но вот эта текстура, она, в принципе, есть в бренде MAC. Можно в каких-то отдельных оттенках тоже поискать, но вот эти розовые штучки были лимитки прошлого лета, по-моему. Я купила, не могу сказать, что это какая-то супер функциональная вещь, потому что, да, ну, как румяна, наверное, слишком интенсивно, но я еще хочу вот протестировать вообще, во всех амплуа посмотреть. Но я просто очень рада, что я отхватила ее, тем более, что есть возможность заказать с Амазона, не у многих она, к сожалению, сейчас есть. Так, дальше у меня быстренько пойдем, это Шик. Блеск в 0,6 оттенке, сливовый, у него, как я поняла, не очень сильная пигментация, то есть он достаточно такой неплотный. Тут видно блесточки, такой сиреневенький. Пахнет средне, тоже какими-то ягодками. И вот тоже он втушевывается, да, в 0. Он очень увлажняющий, такой достаточно какой-то маслянистый, как будто вы масло растираете. Но, честно, не знаю, пока тоже не тестировала. Я боюсь, что мне будет маловато цвета, потому что у меня не то чтобы неухоженные губы, я, конечно, за ними ухаживаю, но у меня очень сильные, вот прям... они не наполненные. Кажется, гиалуроночка кому-то нужна. Кстати, ни разу ничего не делала. Вот, ну, в общем, они такие с трещинками, и вот такие не очень пигментированные продукты проваливаются немножко. Поэтому, не знаю, тоже хочу протестировать, посмотреть. Мне очень понравился сливовый оттенок. Я такое просто очень сильно люблю, обожаю и вообще боготворю. Так, и дальше у нас идут Rare Beauty. Они у меня немножко побились, смотрите, в дороге. И просто это какая-то любовь. И, господи, как я хочу уже все это протестировать, посмотреть. Я ни разу даже не уже мне лежат, наверное, 3 недели, я даже до сих пор ими не накрасилась. И это у нас хайлайтер, посмотрите, какой большой, огромный, прекрасный хайлайтер. Давайте его даже быстренько немножечко с вами откроем, хотя я тоже хочу отдельное видео сделать, но очень долго лежит, и мне прям интересно, я первый раз сейчас увижу, как это выглядит. Вау, пипеточка какая, смотрите. Единственное, что мне кажется, он рыжеват немножко. На сайте выглядел как-то иначе. Но сделаем видео, прям в ближайшее время я сниму, протестируем, как это все смотрится. Потому что девчонки писали некоторые, что, не помню, то ли румяна, то ли хайлайтер немножко растворяют и пятнят. Вот, растворяют тон, пятнят, в общем, я не знаю, потому что у меня какие-то хорошие ожидания, надеюсь, что у кого-то не очень получилось, а у меня получится. Вот, и, соответственно, дальше у нас идет оттенок Happy, это румяна. Но здесь я думаю, что я точно не ошиблась, не прогадала. Да, это такие стандартные розовые, приятнейшие румяшки. Давайте тоже их откроем и посмотрим. Единственное, что я знаю, что это очень пигментированный продукт, то есть нужно буквально 2 капельки, можно наносить и на глаза, и на щечки, и на губки. В общем, я хочу тоже сделать видосик, пишите, если вам интересно. Я думаю, даже что-нибудь еще прикупить в Rare Beauty. Но, возможно, мы сделаем такое быстрое видео, вот посмотрим эти продукты, как раз накрасимся ими, потому что, мне кажется, они для весны, для лета очень хороши, ну и что-то еще дополним. И у меня осталось 2, простите, не 2, а 3 сияшки, на которые я тоже сделаю обзорчик. Это, соответственно, Бернович Galaxy. У меня оттеночек 0,6. Его я, кстати, тут вообще тоже не трогала, не открывала, честно для вас хранила. Сейчас глянем. Это что-то очень галактическое, очень интересно и вообще должно смотреться просто нереально, многогранно. Давайте я немножко даже сделаю сводчик на палец. И, о боже, у меня уже пошло. Вообще круто. Фантастика, фантастика. Пишите, хотите ли вы макияж с этим оттенком. К сожалению, ой, он вообще даже не стирается. Я вся теперь буду галактическая здесь с вами сидеть. Ух,
Хорошо, что ты в пижаме. Можно, в пижамку подтереть. Так, и, соответственно, мне сказали, что сейчас вроде бы как Wildberries не доставляет Бернович, поэтому, возможно, я попала в последний вагон, и мне очень-очень-очень повезло, потому что я успела. И у меня есть 2 оттеночка Лимони, у меня оттенок 005, это такой красивый, у него не сильная подложка, по-моему, насколько я поняла, но тоже я ими не красилась еще. Сейчас, господи, у меня же все в блесках. Вот, соответственно, вот такой интересный оттенок. Тоже давайте посмотрим, насколько у него будет подложка, не будет, как он себя поведет. Но я так поняла, что это просто такое красивое голубое свечение. Хочу тоже с ними сделать макияж, сделать отдельный обзор на это все дело. И у меня оттеночек 001. Это такой розовато-персиковый оттенок, который где-то смотрится персиково, где-то действительно с такими легкими розовыми нотками. Вот вы сейчас увидите. И, кстати, он, мне кажется, похож немножечко на мимозу от Шик, но по каким-то первым впечатлениям, только он больше уходит во что-то розовое. Тоже очень красивый оттенок. Давайте я еще раз, может быть, сейчас 06 вам, ой, 05, простите, 05 в камеру покажу. Так, главное не уронить, потому что издалека вы, наверное, не очень рассмотрели его. Вот, видите, какой он интересный. Такой какой-то и голубой, и при этом, не знаю, какой-то у него бирюзовый, русалочный оттенок. В общем, очень-очень симпатичный. А вот этот Galaxy, я думаю, он на руке красивее раскрылся, чем, соответственно, в эфире. Поэтому я думаю, что я остановлюсь и уже на этом буду заканчивать свой обзор. Надеюсь, что я вам проспойлерила, но вам еще осталось интересно все это подробно рассмотреть, потому что, ну, конечно, сводчи сводчами, но хочется все это поносить, посмотреть, как это наслаивается, как ведет себя на протяжении дня, а мы это с вами любим. Такие полноценные, долгие обзоры, чтобы поболтать, насладиться друг другом и классно провести время. Поэтому, пожалуйста, напишите, как вам видео, понравился ли вам такой формат, нужно ли мне делать его чаще. Например, я там какие-то пару месяцев, да, собираю косметику, потом вам показываю, и мы уже делаем с вами полноценное видео. Или вам теперь неинтересно смотреть обзоры. Если вы так напишите, ребят, я просто до свидания. Вот, соответственно, надеюсь, что видео вам понравилось, надеюсь, что вы подписались на канал, потому что это нереально мотивирует, помогает развитию и продвигает мой канал, и надеюсь, что уже пальцы вверх от вас тоже стоят. Напишите, что вам больше всего понравилось, о чем вы хотите, чтобы я быстрее выпустила обзор, возможно, вам что-то есть, вам что-то не нравится, и вы хотите меня разочаровать раньше времени. В общем, я буду вашим любым комментариям рада. Мы скоро с вами увидимся, потому что вас ждет череда уходовых видео. До новых встреч, не теряйте меня, пока-пока.